В глухих уголках национального заповедника Манайла, там, где не ступала нога человека, где россыпи золотого света ложились на мшистые старые деревья, лениво вытягивался в траве рыжий полосатый кот, которого все вокруг, и птицы, и мелкие зверьки, и даже шакалы, что редко показывались днем, звали Расти. Он был здесь своим и знал каждую трещину в скалах, каждую нору и гнездо в этой нетронутой части леса. Расти был опытным выживальщиком. За свою немалую кошачью жизнь не раз уклонялся от нападок собак, вечной жажды и других невзгод. Но в тот день все начиналось как обычно. Настойчивое солнце нагревало его спину, воздух был напоен ароматами свежей травы и травяными шорохами. В стороне слышался людской шум. Где-то неподалеку, за высокой изгородью заповедника, праздновали летний приход на ежегодном церковном пикнике жители города Хейвенвуд. Но сегодня кот абсолютно был погружен в свои мысли, в абсолютное спокойствие, пока судьба не решила вмешаться. Шум человеческих голосов, пронзающий тишину, всегда предвещал две вещи — опасность и возможность. Как только с поляны исчез последний смех, звучно хлопнула багажная дверь, и финальный автобус укатил за холм. Настал его час. Расти осторожно проскользнул ближе. Ветер принес соблазнительный аромат жареного цыпленка, колбасы и еще чего-то, что оставляли после себя неаккуратные люди. Продвигаясь среди бумажных салфеток и обрывков пакетов, кот выискивал пригодные куски. Все было добычей уметь ожидать. Он поспешно проглотил половину сосиски, нашел пакет с остатками творога, ощерившегося разрезом алюминия, потом еще кусочек хлеба, вбитого в землю детской ногой, и вот голод его отступил. Но то, что он услышал дальше, оказалось не просто очередной возможностью. Это было нечто, что изменит всю его жизнь и раздвоит путь обыденности. Шорох прошел по сухим листьям, когда он впервые услышал то трагическое, жалобное повизгивание из густых кустов поодаль, тонкий прерывистый звук, как если бы сам воздух стонал от боли. Прислушавшись, Расти сразу понял — это не просто мышонок или перепуганная птица. Там, в пятне лунного света, откуда-нибудь издалека раздавался надрывный собачий скулёж. Обычно он инстинктивно избегал собак, особенно крупных и неуклюжих, которые могли быть опасны. Но сейчас что-то в этих нотах страдания сбило его осторожность с толку, словно кто-то звал на помощь. Со свойственной котам тихой грацией он приблизился, минуя острые ветви и спутанные бурьяны. Через несколько мгновений его глаза ощутили слабое движение. Прямо в колючей лозе, запутавшись в цепких ветках, отчаянно дергался грязный худой щенок немецкой овчарки. Едва он держался на лапах, его бока судорожно вздымались, шерсть была взлохмачена и утыкана ворсинками, местами слиплась кровью, а над мордочкой нависала тяжелая пелена грязи и листьев. Кот осторожно двинулся к нему. Страх и отчаяние смешались в глазах малыша, но сил у щенка уже не было даже, чтобы толком испугаться. Расти не стал делать резких движений. Он вильнул хвостом, оценивая обстановку, и ловко, используя свои острые когти, начал выпутывать болезненные колючки. Не прошло и минуты, как щенок, захныкав крупнее обычного, смог вырваться из ловушки и, шатаясь, неуверенно упал перед котом. Тот ткнулся носом ему в ухо, словно убеждаясь: «Живой?» Щенок признательно лизнул его в плечо. Обычно Расти не втягивался в чужие драмы. Закон диких мест был прост и безжалостен. Но этот крошечный, беспомощный пес глядел так, словно умолял:
не бросай». Расти ощутил странную тяжесть на душе. Инстинкт дикого выживания вдруг уступил место с трудом пробивающемуся чувству сострадания. «Ты не выживешь здесь один», — подумал он. Единственная мысль, что могла привести к спасению, была: нужно привести щенка туда, где люди могут помочь, где больше еды и воды. Расти понимал, что это риск, ведь выход к человеческому жилью был связан с сотней опасностей. Но времени размышлять не было, и кот принял решение. Нужно идти к городу, к Хейвен-Вуду. Средь угрюмых сумерек они двинулись в путь. Кот, уверенно сбиваясь в усы раз в раз от запахов, пес, медленно за ним, еще спотыкаясь, подрагивая. Позади оставалась их затянутая страхом и одиночеством часть заповедника, а впереди раскинулся опасный человеческий мир. Преодолеть кучи мусора, пересечь овражек — все было испытанием для слабого щенка, но Расти постоянно оборачивался, подбадривал. Однажды ночная сова с шумом вспорхнула над их головами. Щенок испугался, присел, но кот подождал. Они шли долго. Тьма сгустилась, запах влажной травы сменился резким духом асфальта и мусора. Путь был долг и опасен, и скоро малышу стало хуже. Он осел на землю, тяжело дыша. Расти понимал, щенок голоден. Отправившись охотиться, кот быстро обнаружил малодушную старую мышь у пня, ловко поймал ее и, несмотря на свой голод, отгрыз половину и подбросил щенку. Пес недоверчиво принюхался, но потом схватил пищу и запоздало начал есть. Пятая часть его сил возвратилась. На морде щенка впервые промелькнула надежда. Ночью кот спал в полглаза, опасаясь случайных хищников, но они оба пережили до утра. День сменил ночь, и теплый рассвет принес с собой новые силы. Вместе они набрели на бурлящий ручей в низине. Щенок кинулся к воде, жадно пил, окунал морду, отчего заблестели иссушенные глаза. Расти пил грациозно, по-кошачьи, изогнув спину, быстро втягивая прохладную влагу. Но кот видел, малыш все равно слаб, едва держится на ногах и тяжело дышит. Путь к городу казался бесконечным. Чем ближе они подходили к окраине Хейвен-Вуда, тем тревожнее становилась атмосфера. Воздух наполнялся неведомыми им запахами асфальта, горьким дымом и тревогой. Тут на них вылетала собака, резким лаем пугая щенка. Потом машина чуть не задела их на переходе через дорогу. Люди могли быть либо опасны, либо равнодушны. Столько историй Расти знал о братьях, попавших в злые руки. Щенок на каждом шагу пытался прижиматься к коту, как к единственной защите. Когда лапы отказывались идти, а солнце клонилось к закату, они набрели на заросший диким плющом сад позади старого кирпичного дома. Здесь, за старым сараем, все было покрыто травой и джунглями ежевики, уютный угол для передышки. Малыш упал, почти не двигаясь, и тут же уснул. Расти прибился рядом. Вокруг были пчелы, безымянные цветы, привычные кошачьему глазу признаки безопасности. В этот час уже в относительной безопасности кот понял. Вся ответственность теперь на нем. Этот хрупкий, бесхвостый друг оказался таким беспомощным, что Расти впервые в жизни ощутил, как тяжесть заботы может быть не менее невыносима, чем холод или голод. В сердце его зарождался новый инстинкт. Этот малыш стал его заботой. Кот понимал, долго прятаться в саду не выйдет. Щенок нуждался в уходе, а еды было мало. Самый страшный вопрос — как часто пропадать в городских дворах? А если их увидят недобрые собаки или люди? Каждую минуту кот думал, прикидывал, оценивал риски.
но жалобное скуление пса прервало его размышления. Расти решился, надо действовать. Он осторожно вынюхал тропу и, оставив щенка на прикрытом месте, выскользнул на улицу. День был на спаде, но опасности, как всегда, поджидали на каждом углу. Незнакомые собаки, послеобеденные кошки из местных дворов, страшноватые люди с громкими голосами. Каждый раз от толчка страха кот возвращался к маленькому укрытию с очередным новым простым планом. В один из таких вылазок Расти заметил пожилую женщину, которая с любовью протирала листья своих гладиолусов у крыльца. Теплый свет от окна мягко играл на седых прядях ее волос. Расти видел. Она медлительно движется, не делает лишних жестов, и от чего-то кошачье чутье подсказывало: она не опасна. Рядом стояла облупленная миска со следами крупяной каши и мясных жилок, а за оградой возился откормленный, но не злой пес, своего рода страж двора. На улицу выходили дети. Их заразительный смех вызывал у Расти печальную тоску по чем-то утерянному. Взвесив все риски, он решил: эта пожилая дама может стать единственной надеждой. Не теряя времени, он осторожно окликнул щенка, тот кое-как поднялся, и они вдвоем скользнули через дырку в деревянном заборе. Женщина еще не видела их, возясь среди своих цветов. Когда щенок, спотыкаясь лапами, выбрался на тропинку к крыльцу, Сара, так звали женщину, вздрогнула, завороженно глядя на маленькое измученное существо. Ее сердце, столько лет укрывавшее чужих котят и раненых ворон, тут же пробудилось. Сара осторожно взяла щенка на руки, отметив прочесанные, иссеченные раны, еле заметное курчавое буйство шерсти. За ней из-за куста наблюдал рыжий кот, почти не двигаясь. Женщина уловила его взгляд. В нем таился немой запрос: «Помоги!». Сара не могла остаться равнодушной. Жизненный опыт говорил, что маленькие животные сами добрые не выживают. Она принесла щенка на кухню, завернула в мягкое старое полотенце. Щенок вяло заскулил, но выгнулся навстречу нежному теплу. Сара осторожно напоила малыша из блюдечка. Теплая вода едва ли застревала в иссохшем горле. Потом она выудила кастрюлю с курицей и рисом, нарезала мелко мясо и чуть остудила. Щенок набросился на еду, поначалу жадно, потом все спокойнее. Сара вытерла грязь с его бока, убрала прицепившихся к нему клещей. Когда малыш умиротворенно уснул на руках, Сара тихонько помыла его теплой водой, бережно расчесала спутанную шерсть. На ее пороге появился Расти. Кот внимательно следил, чтобы не было ни тени агрессии со стороны хозяйки. Женщина взглянула на него с легким удивлением. «Похоже, ты привел его ко мне, котик». Слова ее были полны нежности. Вместе с новым щенком дом наполнился забытым ощущением чуда и душевного тепла. Когда вечером Сара кормила щенка разогретым бульоном, а кот лениво грелся на веранде, она вдруг поняла — это не совпадение, не чудо. Это сам кот, бывший дикарь, совершил невозможное и проявил больше сострадания, чем видела она среди людей. Его молчаливый поступок стал для нее знаком. Надежда все же есть, даже в этом суровом мире. Щенок оказался самой обычной и вместе с тем безмерно храброй, немецкой овчаркой. Он нуждался в доме, добрых руках, пище. Сара увидела в нем не только страдающее существо, но и шанс наполнить пустоту, которая царила после смерти ее мужа. Теперь она с нетерпением кормила и щенка, и рыжего кота, а ее дом стал прибежищем для двух бедных душ. Дни и ночи заиграли новыми красками. Щенок, Сара прозвала его Шепом за тихое мелодичное повизгивание, все крепчал,
а кот смирился с домашним уютом, хотя предпочитал ночами уходить в сад и наблюдать за своей новой семьей издалека. Сара приносила щенку новые игрушки, показывала коту вазу с молоком. Она ощущала, что забота вновь наполнила ее дом и смыслом, и нуждой. Это никогда не могло заменить утрату, но давало силы просыпаться каждое утро. Прошел месяц, шерсть у Шепа стала густой и блестящей, щеки округлились, глаза горели живым светом. За утренним чаепитием Сара читала вслух газету, щенок слушал увертюру поскрипывания кресла, а Расти свернулся у ног хозяйки в блаженном полусне. Когда на улице звонили чужие шаги, кот мгновенно вставал, проверять, нет ли опасности. Так маленькое трио постепенно превращалось в настоящую семью. Время, как ни странно, сблизило бывших дикарей. Расти и Шеп теперь часто лежали вместе на старом пледе под солнцем, грея бока, и оба казались умиротворенными. Щенок каждый раз благодарно облизывал кота. Тот сдержанно терпел, но не убегал. Сара, подслеповато улыбаясь, думала: вот оно, чудо. Две странные брошенные души обрели временное счастье, которого им так не хватало. Сара не могла не заметить. Возможно, у щенка есть прежние хозяева. Она аккуратно развесила объявления в ветеринарной клинике, магазинах, на остановках. Но дни шли, и никто не отзывался. Щенок стал ждать ее возвращения, а она каждый вечер все яснее чувствовала: искать нового хозяина Гуса неизбежно. Ей не хотелось расставаться с другом, но она знала, нужен дом, где будет место молодости и игре. Однажды к ней приехал внук Майкл, молодой учитель музыки. Он сразу подружился с Шопом. Тот с радостью носился по саду, давая себя тискать и возиться в веселых играх на траве. Услышав историю появления щенка, Майкл был тронут и по-настоящему проникся судьбой нового друга бабушки. Сара понимала, Майкл может дать щенку новый дом, простор, друзей, вечную заботу. Она предложила внуку забрать Шопа к себе, предварительно предупредив о непростом характере бывшего бродяги и его страхах. Майкл без колебаний согласился, пообещав каждый вечер писать бабушке отчеты о жизни Шепа. Сара тяжело вздыхала. Сердце ее обрывалось, но она знала, так будет правильно. Она крепко обняла щенка. Тот, словно что-то почуял, тревожно смотрел на хозяйку. Майкл бережно положил Шепа в переноску, ласково поговорил с ним и нежно попрощался с бабушкой. Сара гладила малыша, нежно шептала прощальные слова. «Ты будешь счастлив, мой милый». Щенок взволнованно оглядывался, нее оставалось только держать себя в руках и не заплакать при Майкле. Расти наблюдал за этим, затаившись в тени. Впервые его глаза выражали тоску и пустоту. Когда дверца машины щелкнула и двигатель взревел, Шеп громко тявкнул, словно прощаясь навсегда. Сара поцеловала воздух вслед, а кот остался сидеть на дорожке, не сводя глаз с машины, пока огни не исчезли за поворотом. В этот молчаливый момент кот ощутил необъяснимую потерю. Дом был непривычно тих. Расти долго слонялся по саду, пытался ловить всполошившихся мышей, но всякая трапеза напоминала ему о недавно ушедшем друге. Он ел тунца, но вкуса не чувствовал. Иногда он ловил свой взгляд в оконном стекле. Еще совсем недавно здесь бегал, прыгал, играл новый щенок. Сара вышла на крыльцо, чаша чая согревала руки, а голос был мягким, как никогда. Майкл действительно хороший мальчик. Он станет Шепу отличным другом. Кот недоверчиво посмотрел вверх, но подошел ближе, позволил хозяйке погладить себя. В этот вечер они оба долго сидели в тишине.
Потом Расти встал и ушел. Что-то тревожное не отпускало его. Минуло несколько недель. Однажды Расти снова ушел к заповеднику. Все было как прежде. Лес дышал жизнью, птицы пели в гуще ветвей, а среди травы иногда мелькала тень. Кот обошел свои охотничьи тропы, но не находил в том былой радости. Мысленно он возвращался к тем дням, когда они бродили с Шопом, делили ночлег, поддерживали друг друга. Расти часто думал, был соблазн вернуться к Саре, к уютному миру, ласке. Но что-то удерживало его, память о Шепе и та перемена, что случилась с ним за эти недели. Он больше не мог быть равнодушным кошкой-одиночкой, но не мог и быть под полным покровительством людей. Его изменила встреча с бездомным щенком, который научил его заботе и доверию. Вечером Расти ушел в лес, оставив позади и город, и дом Сары. Его сердце сжималось, теплые воспоминания об утраченном друге не отпускали. Но теперь он знал, чудо возможно. Сострадание живет даже там, где царит голод и отчаяние. Когда ночью он, свернувшись под старым дубом, смотрел на серебряную луну, то мысленно благодарил судьбу за свой шанс помочь и быть рядом. Связи, однажды возникшие между кошкой и псом, между людьми и животными, никогда не могут исчезнуть бесследно. Они хранятся в сердце, давая силу пережить одиночество, найти свой путь даже в самом безнадежном мире.